Огромные конструкции, возвышающиеся под землей, дают нам представление о таинственной цивилизации, существовавшей тысячи лет назад. Самая древняя цивилизация Земли, вероятно, не имела аналогов в своем времени. Многоуровневые подземные города, обнаруженные в различных регионах, стали настоящим открытием для археологов и историков. За последние десятилетия ученые обнаружили, что эти подземные структуры могут рассказать о высокоразвитой культуре, обладавшей технологиями, о которых мы даже не подозреваем. Подземные города, такие как те, что были найдены в Турции, представляют собой сложные системы туннелей, соединяющих жилые помещения, склады и даже храмы. Самый известный из них, Деринкью, был способен разместить до 20 тысяч человек и имел множество уровней, уходящих глубоко в землю. Эти города служили укрытием от врагов и природных катастроф. Стены туннелей были вырезаны из мягкого туфа, и до сих пор остается загадкой, как древние строители смогли создать такие сложные конструкции с помощью простых инструментов. Археологи также обнаружили, что в этих подземных городах существовали системы вентиляции, которые позволяли поддерживать свежий воздух даже на больших глубинах. Воздух поступал через специальные шахты, которые были тщательно спроектированы. Именно эта невероятная инженерия и знания законов физики заставляют нас задуматься о том, насколько продвинутыми были эти древние культуры. Системы водоснабжения и дренажа также были на высоком уровне. Найденные артефакты указывают на то, что жители этих городов использовали сложные методы для управления водой. Некоторые исследователи предполагают, что такие подземные города могли быть созданы в ответ на постоянные войны и вторжения. Защита была необходима, и подземные укрытия стали жизненно важными для выживания. Но самое интересное заключается в том, что эти цивилизации не просто прятались под землей, они активно развивались, создавая свою уникальную культуру. Внутри туннелей находили предметы, относящиеся к повседневной жизни. Керамику, инструменты, а также остатки пищи. Это говорит о том, что под землей существовала полноценная жизнь, и люди не просто выживали, а процветали. Вскоре после обнаружения таких подземных городов ученые начали искать аналогичные структуры в других частях света. В различных уголках Земли находили следы подобных цивилизаций, которые, возможно, были связаны друг с другом. Это наталкивает на мысль о том, что древние народы имели более развитую сеть связей, чем мы предполагали ранее. Загадочные символы и рисунки, найденные на стенах подземных туннелей, также вызывают много вопросов. Некоторые из них могут быть связаны с мифами и традициями, которые передавались из поколения в поколение. Исследования продолжаются, и каждая новая находка поднимает еще больше вопросов. Как именно эти древние цивилизации смогли создать такие сложные города? Каковы были их технологии? Удивительно, что, несмотря на все достижения современных ученых, многие аспекты жизни этих людей остаются загадкой. С каждым новым открытием мы приближаемся к пониманию того, каким образом они могли справляться с вызовами своего времени. Теперь, когда мы прикоснулись к загадкам самых древних городов, стоит обратить внимание на их архитектуру и культурные особенности. Как эти подземные города были организованы? Что еще скрывается в их темных уголках, ожидая, чтобы быть найденным? Следующий этап нашего путешествия приведет нас к другим загадочным подземным структурам, которые также могут дать ключ к разгадкам забытых историй. Подземные города не только поражают своими масштабами, но и вызывают массу вопросов о том, как древние народы строили такие сложные конструкции. К примеру, один из самых завораживающих объектов, обнаруженных в Турции, это подземный город Деринкью, который простирается на глубину более сотни метров. Его многоуровневая структура включает в себя не только жилые помещения, но и склады, школы и даже храмы. Некоторые исследования показывают, что это был не просто город, а целая система, обеспечивающая жизни тысяч людей. Археологи, исследуя этот подземный мир, наткнулись на удивительное количество туннелей, которые соединяли разные секции. Эти туннели были достаточно широкими, чтобы в них могли проходить люди, а некоторые из них даже позволяли двигаться с колесами. Стены туннелей, вырезанные из мягкого туфа, служили отличной защитой от врагов, а также от природных катаклизмов, таких как землетрясения. Все это указывает на то, что древние строители обладали удивительными знаниями о строительстве и геологии. Одним из самых заметных аспектов подземных городов являются их системы вентиляции. За счет тщательно продуманных шахт воздух циркулировал даже на больших глубинах, что позволяло поддерживать комфортную температуру и уровень кислорода. Неоднократно встречались следы таких вентиляционных систем, которые указывают на наличие знания о гидродинамике и аэрофизике, недоступные многим современным технологиям. Древние архитекторы также использовали инновационные методы для обеспечения водоснабжения. В некоторых городах были найдены сложные дренажные системы, которые позволяли эффективно управлять сточными водами и предотвращать наводнения. Вода поступала из подземных источников через специальные трубы, что указывает на высокий уровень инженерной мысли. Фрагменты керамических труб и колодцев обнаружены в различных частях подземных комплексов, что говорит о том, что жители этих городов заботились о своем комфорте и благосостоянии. Но подземные города — это не просто архитектурные достижения?
Они хранят в себе множество артефактов, которые могут раскрыть тайны о бытии и культуре тех, кто жил здесь. В туннелях археологи находили предметы повседневного обихода, такие как кухонные принадлежности, инструменты и даже остатки пищи. Эти находки говорят о том, что под землей существовала полноценная жизнь. Жители не просто прятались от врагов, но и занимались сельским хозяйством, торговлей и ремеслами. Находки также поднимают вопросы о социальном устройстве этих цивилизаций. Как работала система управления? Были ли там лидеры или общины, которые решали важные вопросы? Некоторые исследователи предполагают, что подземные города могли быть централизованными, с организованным правлением. Другие же считают, что это были автономные сообщества, где каждый знал свое место и роль. Важным элементом подземных городов являются их культурные аспекты. На стенах туннелей находили изображения, символизирующие верования и традиции жителей. Некоторые рисунки напоминают мифологические сюжеты, что предполагает наличие развитой культурной жизни. Это позволяет предположить, что под землей существовало не только общество, но и богатая культурная среда. С каждым новым открытием подземных городов мы приближаемся к пониманию того, как древние народы организовывали свою жизнь. Однако остается множество вопросов без ответов. Какую роль играли эти города в жизни цивилизации? Почему они были построены именно таким образом? Каждое новое открытие поднимает еще больше вопросов, открывая новые горизонты для исследования. Следующий шаг в нашем путешествии приведет нас к увлекательному исследованию артефактов, найденных в этих подземных городах. Эти находки могут перевернуть наше представление о древней культуре. Что еще скрывают туннели? Какое значение имеют обнаруженные предметы для понимания истории человечества? Артефакты, найденные в подземных городах, открывают перед учеными двери в неизвестное прошлое, позволяя заглянуть в повседневную жизнь древних цивилизаций. Эти предметы, каждая находка которых уникальна, представляют собой ключи к пониманию их культуры, технологий и образа жизни. Археологи, исследуя туннели и залы подземных городов, обнаружили множество удивительных артефактов, которые могут изменить наше восприятие истории. Одним из самых интересных открытий стали керамические изделия, которые удивляют не только своей формой, но и техническим исполнением. Например, в подземном городе Деринкию были найдены керамические сосуды с тонкой росписью, что указывает на высокие художественные навыки их создателей. Эти изделия использовались для хранения пищи и напитков, а их разнообразие свидетельствует о богатом ассортименте продуктов, которые потребляли жители. Не менее любопытными являются и находки, связанные с сельским хозяйством. Археологи обнаружили остатки семян и зерна, что подтверждает, что жители подземных городов занимались земледелием, обеспечивая себя необходимыми ресурсами. К числу артефактов, вызывающих особый интерес, относятся инструменты, найденные в подземных помещениях. Среди них были обнаружены орудия труда, такие как каменные и металлические ножи, кирки и топоры. Эти предметы демонстрируют не только уровень технологий, но и разнообразие ремесел, практикуемых в этих цивилизациях. Некоторые исследователи указывают на то, что развитие инструментов могло быть связано с необходимостью работы в суровых условиях подземного мира. Не менее важными являются находки, связанные с процессом обработки пищи. В туннелях были найдены мельницы и ступки, которые использовались для измельчения зерна и других продуктов. Это говорит о том, что древние народы не просто выживали, но и обладали осмысленным подходом к своему питанию, что требует определенных знаний и умений. Более того, археологи нашли кухонные принадлежности, такие как кастрюли и сковороды, которые, вероятно, использовались для приготовления пищи. Артефакты не ограничиваются лишь бытом. В подземных городах обнаружены также предметы, связанные с религией и духовной практикой. В некоторых залах находили статуэтки, символизирующие божества, а также алтарные предметы, которые могут указывать на существование ритуалов и верований. Эти находки показывают, что древние народы придавали большое значение своим религиозным убеждениям, что могло играть важную роль в их жизни. Некоторые исследователи предполагают, что ритуалы могли быть связаны с изменениями в сельскохозяйственном цикле или с природными явлениями. Важной частью артефактного наследия являются также предметы, относящиеся к торговле. Например, в некоторых подземных городах были найдены монеты и изделия из металла, что указывает на наличие обмена и даже системы торговли. Таким образом, жители этих городов, вероятно, имели связи с другими культурами и народами, что говорит о развитой экономике. Находки предметов из различных материалов, таких как стекло, металл и камень, подтверждают это предположение. Однако не все находки можно объяснить легко. Некоторые артефакты остаются загадочными и вызывают множество вопросов. Например, были обнаружены предметы, которые явно не принадлежали никакой известной культуре. Это может говорить о том, что подземные города были местом встречи разных народов и культур, что делает их центрами обмена идеями и технологиями. Загадочные символы и знаки, найденные на некоторых из этих артефактов, также остаются неразгаданными и требуют дальнейшего исследования. Каждая новая находка поднимает все больше вопросов, касающихся жизни этих древних народов. Способы их существования, ведение хозяйства и даже социальная структура остаются теми областями, где все еще много неясного.
Археологи продолжают изучать эти артефакты, и каждое открытие может стать важной вехой на пути к пониманию истории человечества. Артефакты, найденные в подземных городах, открывают целую панораму жизни древних народов, их культуры и технологий. Эти предметы не только рассказывают о повседневной жизни, но и позволяют заглянуть в таинственный мир, который остается неизведанным. С каждым новым открытием мы приближаемся к разгадке их тайн, и каждая находка становится важным шагом к пониманию нашего общего прошлого. Исследования продолжаются, и впереди еще много загадок, которые требуют своего решения. Теперь давайте далее рассмотрим, как эти древние культуры смогли достигнуть таких высоких технологий и какие тайны остаются в их подземных городах. Технологии, которые использовались в древних подземных городах, поражают воображение и ставят множество вопросов. Как же древние строители сумели создать такие сложные конструкции, используя лишь примитивные инструменты? Археологи находят все больше доказательств того, что у этих культур были знания, которые превосходили современное представление о технологии их времени. Важной частью этого понимания является то, как они справлялись с задачами, которые, казалось бы, были неподъемными. Внутри подземных городов археологи обнаружили системы вентиляции, которые были настоящим инженерным чудом. Эти системы позволяли проходить свежему воздуху через шахты, обеспечивая комфортную атмосферу даже на значительных глубинах. Воздух циркулировал благодаря тщательно спроектированным туннелям, создавая естественный поток. Это знание гидродинамики было недоступно многим современным цивилизациям. Стены туннелей были сделаны из мягкого туфа, который легко обрабатывался, но в то же время служил прочной защитой. Как именно они достигали такого уровня понимания природных законов? Дополнительно археологи нашли следы систем водоснабжения, которые свидетельствуют о высоком уровне инженерной мысли. Древние народы использовали сложные дренажные системы, которые помогали контролировать сточные воды и предотвращали наводнения. В некоторых городах находились трубопроводы, которые подводили воду из подземных источников. Эти трубы, сделанные из керамики и металла, показывают, что жители обладали знаниями о материалах и их свойствах. Некоторые находки указывают на то, что эти цивилизации могли создавать не только простые водопроводные системы, но и целые комплексы, способные обеспечивать десятки тысяч человек. Интересно, что в подземных городах были обнаружены каменные и металлические орудия труда, которые указывают на высокую степень развития ремесел. Например, найти кирки и топоры, используемые для работы в суровых условиях, было обычным делом. Эти инструменты демонстрируют, что древние строители не только создавали свои укрытия, но и занимались обработкой земли и строительством. Важно отметить, что такие орудия служили не только для защиты, но и для ведения сельского хозяйства, что говорит о комплексном подходе к жизни. Изучая артефакты, археологи выяснили, что жители подземных городов использовали разнообразные методы для обработки пищи. Мельницы и ступки, найденные в туннелях, были необходимы для измельчения зерен и других продуктов. Это говорит о том, что они не только выживали, но и имели осмысленный подход к своему питанию. Кухонные принадлежности, такие как кастрюли и сковороды, также были частью их быта. Все это указывает на то, что древние народы обладали знаниями о хранении и приготовлении пищи, что является важным аспектом их культуры. Однако, что делает эти технологии поистине уникальными, так это их архитектурные решения. Подземные города, такие как Деринкию, представляют собой сложные многослойные конструкции. Археологи обнаружили, что уровень глубины в этих городах превышает 100 метров, а некоторые уровни были связаны между собой лестницами и узкими коридорами. Это говорит о том, что строители прекрасно понимали, как создать устойчивую и безопасную структуру. Сложная планировка и использование пространства в этих подземных городах оставляют много вопросов. Как они организовывали свое общество внутри этих стен? Также стоит отметить, что в подземных городах были найдены символы и рисунки на стенах, которые могут указывать на местные верования и традиции. Некоторые из них напоминают мифологические сюжеты, что говорит о наличии развитой культуры. Это указывает на то, что подземные города служили не только как укрытие, но и как центры культурной жизни. Каждое новое открытие в этих подземных комплексах помогает нам лучше понять, каким образом древние народы могли достичь таких высоких технологий. Несмотря на все достижения современных ученых, многие аспекты их жизни остаются загадкой. Как именно они организовывали свои сообщества? Каковы были их культурные и социальные структуры? Эти вопросы остаются открытыми, и каждая находка только добавляет новых вопросов. Следующий этап нашего исследования приведет нас к тайнам, которые еще предстоит разгадать. Какие загадочные элементы остались в этих подземных городах? Что еще может открыть нам будущее в понимании этих древних цивилизаций? Они оставили нам богатое наследие, которое продолжает удивлять и вдохновлять. Подземные города, скрытые от глаз обычных людей, продолжают хранить множество тайн, которые ждут своего раскрытия. Археологи, исследуя эти загадочные структуры, сталкиваются с находками, которые могут изменить наше представление о древних цивилизациях. Хотя мы уже открыли много нового, остается много неразгаданных вопросов, которые требуют внимания. Как именно эти города были построены? Почему они исчезли?
И какие технологии использовались для создания сложных систем, которые мы видим сегодня. К примеру, существует множество туннелей, которые соединяют различные уровни подземных городов. Эти туннели не только служили для перемещения людей, но и могли использоваться для транспортировки товаров и ресурсов. Удивительно, что многие из этих туннелей продолжают оставаться недоступными для исследования. Обширные сети подземных сооружений в Турции включают в себя не только жилые помещения, но и склады, хранилища и религиозные места. Некоторые исследователи предполагают, что часть из них могла быть использована в качестве укрытий во время эпидемий или войн, что подчеркивает их многофункциональность. Важная часть этих подземных комплексов – их архитектура. Стены туннелей обычно выполнены из туфа, но в некоторых местах были найдены остатки более прочных материалов. Исследователи озадачены тем, как древние строители смогли создать такие надежные и устойчивые конструкции. Подобная архитектура требует не только специальных знаний о материалах, но и навыков проектирования, которые могли бы позволить избежать обрушений. Некоторые элементы конструкции, такие как арочные своды, демонстрируют высокий уровень инженерного мастерства. Еще одной интересной загадкой являются системы вентиляции, которые были обнаружены в подземных комплексах. Эти системы обеспечивали циркуляцию свежего воздуха даже на больших глубинах, что делает исследование подземных городов более безопасным для археологов. Однако, как именно древние народы смогли организовать такую сложную систему? Эти вентиляционные шахты могут быть связаны с природными источниками воздуха, однако процесс их строительства и проектирования до сих пор остается неясным. Изучения показывают, что они использовали принципы, которые были известны только значительно позже в истории. Археологи также находят следы старинных дренажных систем, которые свидетельствуют о высоком уровне инженерной мысли. Их способность предотвращать затопление в подземных городах могла стать ключом к выживанию их жителей. Однако, как именно эти системы работали и насколько они были эффективны, остается предметом обсуждений среди ученых. Какой уровень знаний о гидравлике и дренажных технологиях имели древние строители? Эти вопросы требуют более глубокого изучения. При раскопках также встречаются загадочные артефакты, о которых мало что известно. Например, были найдены предметы, которые не вписываются в известные культурные контексты. Это может свидетельствовать о том, что подземные города служили местом встречи для различных культур и этносов. Каждый новый артефакт открывает новые перспективы для исследования, и многие находки вызывают больше вопросов, чем ответов. Что означают странные символы, найденные на стенах или на артефактах? Какого рода ритуалы могли проводиться в этих подземных залах? Ответы на эти вопросы все еще остаются неясными, не менее интригующими являются и находки, относящиеся к религиозной жизни этих цивилизаций. Археологи обнаружили алтари, статуэтки и предметы, которые могли использоваться в ритуалах. Эти находки указывают на то, что древние жители придавали большое значение своим верованиям и традициям. Однако, каковы были основные аспекты их религиозной практики? Что они почитали и как это влияло на их повседневную жизнь? Эти вопросы до сих пор остаются открытыми. Кроме того, было замечено, что подземные города могли быть связаны друг с другом. Исторические данные указывают на то, что древние народы могли иметь сеть торговых путей, которая связывала разные культуры. Исследователи уже нашли аналогичные структуры в других регионах мира, что вызывает вопрос о том, как эти цивилизации взаимодействовали друг с другом. Как именно они обменивались знаниями и технологиями, и какие последствия это имело для их развития. Новые исследования продолжают открывать невиданные ранее аспекты подземных городов и их жителей. С каждым новым открытием мы приближаемся к пониманию того, как древние народы смогли создать такие сложные и многофункциональные структуры. Каждая находка, каждая загадка подземного мира подталкивает нас к новым вопросам, что делает исследование этого наследия еще более захватывающим. Тайны этих древних цивилизаций ждут своего времени, и, возможно, будущие исследования откроют нам двери в их мир, позволяя понять их достижения и неразгаданные загадки.